Пока США и Европа грезят о былом могуществе, Китай резко активизировал экономическую деятельность. В восточно-китайской провинции Чжэцзян, одном из главных двигателей внешней торговли Китая, за период с начала года резко увеличилось число поездов по трансграничным маршрутам железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа. По данным шанхайского отделения корпорации «Китайские железные дороги», по состоянию на 17 февраля этого года между провинцией и пунктами назначения в Центральной Азии и Европе курсировало в общей сложности 272 поезда. Ими было перевезено около 23,3 тысяч стандартных контейнеров, что на 315,7% больше в годовом исчислении. В отличие от прошлого года, когда движение грузовых поездов было остановлено во время праздника весны, в этом году во время праздничных каникул с 11 по 17 февраля 27 поездов доставили более 2700 стандартных контейнеров, чтобы удовлетворить международный спрос на противоэпидемические средства, автозапчасти, предметы первой необходимости и другие материалы. На фоне сильного негативного воздействия пандемии COVID-19 на морской и авиатранспорт, грузовые поезда, следовавшие по вышеупомянутым маршрутам, сыграли значительную роль в стабилизации международной железнодорожной логистики, обеспечив надежный коридор для перевозки внешнеторговых товаров, в том числе противоэпидемических средств. Вплоть до 19 февраля количество поездов по маршрутам Китай-Европа, пересекшим пропускные пункты Маньчжоули и Суйфэнхэ, составило 10 556, было отправлено 952 601 контейнер. Таким образом, с сентября 2013 года общее количество поездов, въезжающих в КНР и выезжающих из страны, по маршрутам Китай-Европа превысило 10 тысяч. В прошлом году поезда по маршрутам Китай-Европа, которые пересекли китайско-российскую границу, составили 30% от общего количества поездов по этим маршрутам. Число составов, проехавших через пункт Маньчжоули, впервые превысило 3500, что на 35,1% больше по сравнению с 2019 годом. Поезда, пересекающие китайско-российскую границу, перевозят предметы первой необходимости, электрооборудование, промышленное оборудование, металлы, сельскохозяйственную и побочную продукцию. Зоны сбора груза главным образом сосредоточены в прибрежных районах на юго-востоке Китая, охватывают 60 городов, в том числе Тяньцзинь, Чаншу, Гуанчжоу и Сучжоу. Поезда уже отправляются в 28 городов 13 европейских стран. Не надо лишний раз говорить, что и России такие перевозки очень-очень выгодны и полезны. И Китай далеко не худший партнер, который выполняет свои обязательства, не только преследуя сиюминутную выгоду. В качестве примера, в рамках договоренности между президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином, китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси 100 тысяч доз вакцины производства корпорации Sinopharm, первой в Китае вакцины, одобренной властями страны для выхода на рынок. Но и морские перевозки оживают. Сухогруз Мэпплгейт в настоящее время стоит под погрузкой в порту Хуанхуа в провинции Хэбэй на севере Китая. После завершения погрузки судно с грузом химических удобрений отправится в путь и спустя 15 дней прибудет в мексиканский порт Ла-Сара-Карденес. Будучи барометром экономической активности, оживленность в портах указывает на мощное восстановление экономики Китая. В январе текущего года контейнерный товарооборот 8 крупнейших портов страны увеличился на 9,6% в годовом исчислении. Темпы роста портов Тяньцзинь, Шанхай, Нинбо, Чжоушань, Гуанчжоу и Шэньчжэнь превысили 10%. По прогнозам Китайской ассоциации портов, товарооборот китайских портов продолжит расти в первом квартале этого года благодаря возобновлению производства на заводах и фабриках. А Запад пока борется. То ли с коронавирусом, то ли со здравым смыслом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена, Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.